Так, в прошлом видео я показывал демонстрацию работы первой напечатанной функциональной пружины. Извиняюсь, подвинуть надо стол. Пружина действительно полностью рабочая, но сейчас на видео можно видеть немножко другую форму пружины. Я решил поэкспериментировать и сделать более мощную пружину, удвоил число лепестков и действительно получил новый эффект, более мощную пружину, но вместе с тем и новые интересные ощущения, новые эффекты, которые меня сильно возвращают к тому моменту, когда я делал композитные загрузки, то есть загрузки из пластинчатых пружин, сделанных из стеклопластика. Итак, сейчас я использую вот этот маленький вертолетик. Нет, не то камера. Вот эта крошка. Небольшой двухместный вертолет, очень легкий, крайне легкий. И с довольно мощным моторчиком для такой маленькой машинки, 136 лошадиных сил. И в нем наиболее ярко проявляется тот эффект, о котором я хочу рассказать. Итак, если я вот сейчас виртуальные ноги на педалях, но свои реальные ноги я убрал с педали. Если я поднимаю левую ручку, видно, качается вертолет, и повышаю шаг ротора, видно, что происходит. Вертолет начинает медленно вращаться влево против вращения ротора, потому что силы хвостового ротора недостаточно для уравновешивания этого момента силы, и вертолет вращается. Чтобы мне остановить вращение и взлететь строго вертикально вверх, то мне нужно надавить на правую педаль. Вот, но тут сейчас педали имеют усиленные пружины, усиленные печатные пружины, и внезапно в них проявилось свойство композитных пружин, которые я использовал раньше. Я выжимаю педаль, пока ничего, но когда я начинаю продолжать компенсировать вращение, то мне приходится уже прилагать довольно заметное усилие. Я не измерял еще, сколько это будет в килограммах, в таком утрированном, упрощенном измерении, но мне приходится хорошо подпирать ногу и хорошо давить. И обратите внимание, что я убрал левую ногу и фактически могу управлять только правой ногой. Если я еще сильнее надавливаю вправо, получаю правое вращение. Если отпускаю педаль, вообще отпускаю, получаю левое вращение. Потому что очень сильный крутящий момент. И весь полет можно делать, управляя одной ногой по оси рыскания. Это довольно забавный, занимательный факт. Но вместе с тем прошу обратить внимание, что напечатанная пружина — это 20-30 грамм PETG пластика. И это не композит, это не сталь, не какой-то из таких материалов, который считается серьезным, достаточным для применения в качестве пружин загрузки. Это просто напечатанный пластик очень небольшого веса, но который ведет себя все больше и больше похоже на стеклопластик. Это удивительно. Сейчас процесс горизонтального полета, то есть процесс, при котором аэродинамические силы уравновешивают вращательный момент, и фюзеляж располагается без разворота и скольжения. Но сейчас перехожу в режим висения, и смотрите, что начинается. Начинается вращение. До этого я педали вообще не использовал. Теперь мне надо компенсировать. И довольно сильно это
если удалось мне синхронизировать видео, довольно хорошо видно и по виртуальному кокпиту, и по реальной педали. Вот попробую совершить посадку на крыше этого госпиталя. Все эти манипуляции с органами управлениями и с педалями я делаю только одной ногой, потому что пружина, ну, если не слишком мощная, то очень заметно мощная, и крутящий момент на этом маленьком вертолете тоже заметен. Но вот я в очень хорошем режиме весения. Немножко небрежно коснулся, но не страшно. Управляя вот так вот одной ногой, можно делать довольно интересные и резкие маневры. Например, резко перелететь на площадку ниже. Я думаю, что это не только забавно и весело, но и имеет вполне себе практические применения. Какие именно, я пока не вижу, не могу сказать, но эффект есть. Если привыкнуть к усилиям, которые возникают на ногах, то довольно это быстро перестает замечаться и довольно легко можно управлять в плане равномерности, прямолинейности полета. Но, разумеется, когда нужно делать все левые повороты, левое скольжение в левую сторону, то, конечно, требуется нажимать обе педали. Попробую совершить посадку с левым разворотом по нисходящей спирали. Интересно, в этот момент у меня над головой над домом пролетает вертолет. Забавно. Ну вот тут можно пользоваться только одной педалью, но здесь уже нужна левая педаль. После того, как я добавил пружины и добавил более мощные пружины, движение ног стало более заметным, потому что теперь я не могу перемещать мелкими движениями от упора к упору. Теперь надо преодолевать сопротивление пружины, и это все влияет на заметность движения. Мне приходится ногу ставить на другое положение, правую стопу. Обратите внимание, что я давлю немного по-другому, чем на левой. Иногда даже значительно выдвигать ногу приходится, иногда даже с отрывом пятки от платформы. И я называл этот эффект еще на джойстике с композитной загрузкой. Называл этот эффект псевдообратная связь. На самом деле тут, конечно, достаточно много реальности в обратной связи, но речь идет только об ощущениях. Когда я управляю какой-то легкой техникой, которая легко управляется, ручка, соответственно, движется в очень небольших пределах вокруг центра, там, где пружина встречает наименьшее сопротивление. Но по мере отклонения пружины в крайнее положение возрастает сила реакции пружины, и приходится прилагать больше усилий. Особенно если это приходится делать без кремирования. Руку или ногу приходится удерживать в каком-то положении, наступает усталость. И возникает ощущение более тяжелой ручки джойстика, либо более легкой.
в догфайте на серверах Ил-2, когда самолет поврежден, это ощущается очень хорошо. Самолет начинает крениться в одну или в другую сторону, теряет какие-то возможности по управлению, и приходится это компенсировать, удерживая ручку или педаль в каком-то положении довольно сильно отклоненном. И возникает ощущение, как будто становится очень тяжело. Ну, физически на самом деле так и становится. Интересный факт, что это все происходит еще и при очень коротком ходе педалей и ручек. 20 градусов всего. Вот это все движется. Здесь виртуальный кокпит движется гораздо больше по угловым перемещениям, по линейным тем более. Ручка джойстика у меня ходит всего на 20 градусов. Педаль тоже всего на 20-22 градуса. Очень легко гасятся эти вращательные моменты вращения вертолета. Прямо ощущение очень такое прогнозируемое, приятное, и приятно прилагать силу, нажимая на педаль, чтобы остановить вращение. Очень сильно погружает в процесс виртуального полета. Несмотря на то, что мне левую педаль приходится нажимать точно так же, как и правую, она абсолютно симметричная. Но почему-то возникает ощущение, что правая педаль загружена сильнее, как на реальном вертолете. Это очень интересный эффект вот этой псевдообратной связи, который достигается только с линейными упругими элементами, линейными пружинами, пластинчатыми пружинами, вернее. И их не получалось у меня достигать такого эффекта на литых пружинах, либо на каких-то других элементах. На этом все на сегодня. Буду пробовать в других симуляторах, на других летательных аппаратах, даже в этом симуляторе. Пока что все.